NAS сервер TerraMaster F4 425+. Вот такой вот красавчик, видите, он беленький, но он на самом деле не беленький, он алюминиевый, ну вернее из Виалия, как его называют, авиационный алюминий. Короче, ребят, очень интересная модель, и это прям вот логическое продолжение, но немножечко упрощенное и доработанное. У меня есть вот последний, который я делал обзор, F4 424 Max. Он очень крут, на Intel Core i5, да, там все очень хорошо сделано, все блин, топово, с двумя 10 гигабитными портами, вот такой вот красавчик, да, при том, что у него два M2 NVMe диска. Что сделали здесь? Они здесь сделали два 5 гигабитных порта, влупили сюда Intel N150, который, откровенно говоря, для нас сервера очень хорош. До 3,6 ГГц в бусте, при том, что он поддерживает до 32 гигов этот NAS. У него сейчас 16 в базе стоит. 4 диска, да, ну мы сейчас на распаковке это все увидим. И 3 M2 NVMe, которые можно использовать и как гиперкэш, которые можно использовать, например, прямо в пуле. В пул добавлять именно дисков и создавать томы и разделы. И именно тоже их там использовать. Это очень сильно ускоряет работу. При том, что этот NAS не стоит столько, сколько стоит F4 424, но имеет производительность ничуть не хуже, а иногда даже лучше. Классно доработанная. То есть, если этот был пластиковый, то этот уже в металле. Очень хорошо охлаждается. И ну очень быстро работает. Базово на TOS 6 операционной системе работает. Мне вот прям зашло. Мультимедиа, бэкапинг, веб-сервера, все что хотите. Докер. Основной это для меня докер был. Когда я поднял здесь докер и попробовал свои, именно как они реализовали работу с Intel, вот этим вот N150, то вообще мне понравилось. То есть все просто летает. И это вот все это подкрепляется, знаете чем? Транскодингом видео 4К 60 FPS и декодингом 8К. Ребят, при том, что эта штука стоит действительно конкретно меньше, чем 424 Max. Сегодня мы с вами в обзорчике его распакуем, посмотрим, сколько стоит, и сделаем абсолютно такой, знаете, не слишком углубленный, я постараюсь как можно более простыми словами, и без углубления куда-то рассказать вам, что это за NAS сервер, и в общих чертах покажу, что TOS 6 операционная система работает. С учетом того, что эти сервера они поддерживают и VPN, создание VPN серверов, и VPN туннелинг, и именно сквозную работу, например, с Google Drive и различными именно облачными хранениями. То есть вы можете на Samba сервер завести облачный диск, и подключив как обыкновенный диск в мой компьютер в Винде, например, использовать ваш Google Drive, минуя вот этот вот, который сейчас дурацкий Google Drive после обновления последнего, да, где вы не можете создать обыкновенный диск у себя, а он синхронизируется куда-то в кэш, и все равно он весь онлайн доступен. А вы там можете вообще отдельную папку с Google Drive подключить через Samba сервер. И это очень-очень классно. Вы туда закидываете напрямую, и сам NAS сервер будет уже синхронизировать. Это хорошо. Все, ребят, для мультимедиа, для всего остального, это очень неплохой вариант, который мы сегодня рассматриваем на канале Технозон. Поехали. Стоп, подписаться, нажать колокольчик. Вы что, ребят, ну пожалуйста, давайте подписываемся, нажимаем колокольчик, конечно же, ссылки в описании под видео. Гибридный NAS, смотрите. Ну-ка, модель F4 425+. Давайте посмотрим. Ого, крышечка. Посмотрим, что у нас тут внутри. Во-первых, ну-ка, смотрим. Да ладно, слушайте, столько коробочек разных. Ну-ка. Блок питания. 100%. Мощный. 90 ватт. Ничего себе, я тебе скажу. Интересный такой моментик. Здесь кабель, винты, патчкорд. Хорошо, ладно. Кабель, винты, патчкорд. Ну-ка. Блин. Сам по себе NAS сервер.
Такой раз. О. Я прям чувствую, что он металлический. Да ладно. Терамастер сделали металлический нос. Как желе, смотри, такие лапки прикольные. Но он металлический, блин. Терамастер, что ж вы делаете-то? А ну, сейчас посмотрим. 4B. Так, 4B, SATA. B, смотрите, у нас рассчитаны и на 2,5, и на 3,5. В принципе, здесь легкий монтаж, не нужны даже какие-то дополнительные элементы крепления. Единственное, что если вы 2,5 будете крепить, то нужны вот такие вот штуки. Кстати, у нас где-то есть 2,5, да? Один. Ну да, по-хорошему где-то есть. Сейчас найдем. Теперь дальше. Сейчас посмотрим, что у него внутри. Сзади у нас, смотрите, розет, HDMI. Ну, HDMI это сервисный, тут ничего интересного. У нас есть 5 гигабитных 2 порта, USB 10 гигабитные, USB 10 гигабитные, все это USB 3.2, Type-C 3.2 и разъем для питания. Интересно, смотрите, какой кулер прикольный. Смотрим дальше. Нам же надо его как-то разобрать. SSD-шники поставить. Кстати, спереди у нас тоже USB-шка. Смотри. Хорошо. Сейчас мы все сделаем. Так. Опа. И вот здесь самое интересное. Раз, два, три. 3 слота под SSD M2 типа размера 2280. Честно говоря, это очень все прикольно. Память у нас здесь сейчас стоит, смотрите, DDR5 16 гигов. То есть сам по себе доступ к замене очень даже впечатляет. Хорошо. Слушайте, будем сейчас монтировать, а уже после монтажа, конечно же, мы перейдем с вами, его настроим и потестируем. Больше здесь смотреть нечего, монтировать мы будем 3 SSD-шника, замонтируем вот таких вот 4 винта и, в принципе, уже потом с вами перейдем его и подключим. То есть здесь у нас, в принципе, что, как это монтируется же. У нас все очень просто. Видите? Мы взяли, открутили по факту. Ну, я ставлю те, которые у меня есть рабочие, да, там ширпотреб какой-то. Какие ставить вам, решаете вы. Вот так вот это все выглядит. Винты монтируются очень-очень просто. То есть это этот мертвый, да, у нас? То есть это у нас выглядит вот таким вот образом. Сейчас мы посмотрим. Смотрите, вот. Вы вставили, совместили, поставили одну рейку, вторую рейку. Все, ваш винт в рабочем состоянии, и вы можете его по сути вставлять вот таким вот образом. Все. Вот так вот. Все, перешли и давайте тестировать. Ну а теперь посмотрим на что заявляется, вернее на то, что заявляет нам производитель. Гибридное сетевое хранилище с 3+4 отсеков. И тут, короче, основные хайлайты о том, что он сверхтонкий и удобный. Нас это все не волнует. Вот нас что интересует. 8К в H265 кодеке декодинг. Это немаловажный аспект. Это Intel N150 процессор до 3,6 ГГц в турборежиме 4 ядра, 4 потока, 2 порта по 5 гигабит, это мы поняли, 16 гигабайт DDR5, 4800 МГц. Ну, кстати, сейчас посмотрим, насколько можно расширить. Ну, здесь видите, там AI, вот эта любимая тема с искусственным интеллектом, и общая суммарная емкость возможного хранилища 144 терабайта. Широкий набор мультимедийных возможностей. Ну да ладно, слушайте, всего так расписывали. По 8 терабайт M2, чтобы вы понимали, и HDD-шки по 30 терабайт могут быть. Двойной порт, кстати, поддерживается несколько режимов Bond и SMB Multi-Channel, и они
достигают последовательной скорости записи 1020 мегабайт в секунду и 4К случайной скорости чтения записи до 208. Ну, слушайте, ну это ну реально. Это очень крутая тема. То есть он многозадачный по сути. То есть на много пользователей рассчитан. Ну здесь докер, конечно, они приводят. Создайте домашний мультимедийный центр. Для чего он дома, вообще непонятно. Теперь дальше. TOS 6, это мы понимаем. Легкое расширение памяти, гибкое управление устройством, это мы тоже знаем. Управление правами. Отлично, 50 плюс пользователей можно создать, 13 гибких настроек. Слушайте, столько всего понаписывали, а вот, кстати, корпоративное решение для резервного копирования, это действительно очень классная тема. Объясняю, смотрите, BBS, это полностью разработанное TerraMaster корпоративное решение для резервного копирования всех сценариев. Это имеется в виду, что все модули работают совместно, создавая комплексную защиту данных. Это идет TerraMaster Sync. Видите, он синхронизирует данные между несколькими резервными серверами и между серверами и ПК. Duple Backup, Cloud Sync, Snapshot. И это все, если вы знаете, что это такое, то есть это защищает файлы памяти с помощью мгновенных снимков для защиты программ-вымогателей, обеспечивает облачное резервное копирование и восстановление после сбоев, обеспечивает аварийное восстановление вне площадки через кроссплатформенную серверную репликацию. Короче, штука крутая, штука надежная в плане бэкапов, и я думаю, что ваши данные не потеряются. Это уже, знаете, приближается к серверам уровня облачных хранилищ, когда там у вас есть еще один сервер, например, вы его бэкапите, он, кстати, может же подключаться и бэкапить другие сервера, другие компы и все остальное. Это классная тема. Бесшовная интеграция с облаком, кстати, да, он же может интегрироваться с Google Drive, OneBox, Dropbox, Baidu, Alibaba Cloud. Ну, кроссплатформенные файловые сервисы, это понятно, Samba, NFC, NFS и все остальное, и приложение для... Опа, стоп, подождите. TNAS упрощает развертывание файловых почтовых веток FTP серверов, а также баз данных MySQL, CRM, Node.java, Java VM и других сервисов. CRM можно развернуть на нем. А вот эта тема мне вообще нравится. Это называется видеонаблюдение, Surveillance Management. Вы можете сюда заводить IP-видеокамеры. Классная тема на самом деле. Любые IP-видеокамеры он съест и даже не подавится. А знаете, что мне интересно? Локальный ИИ меня мало волнует. Меня интересует TNAS Mobile. Есть приложение, хорошо. И прямое подключение, слушайте. Вот, характеристики. Intel N150, максимальная до 3,6 ГГц. Теперь аппаратный декодинг H264, H265, максимально 4К 4096 на 2160, максимальный фреймрейт 60. А где 8К, которые они заявляли в начале? Здесь они уже... это транскодирование. Это транскодирование, это не энкодинг. Я понял. 16 гигабайт преинсталлировано, а максимально у нас 32. Вот так вот, поняли? Так, 120 терабайт по 30 терабайт на 4 диска. И у нас 3 PCI-Express 3.0 X1, вот чтобы вы понимали, там не надо рассчитывать, что там будет X4, X2 или тому подобное, X1. Поддержка горячей замены, системы внутренние BTRFS и X4, внешние X4, X4, FAT32, NTFS, BTRFS, HFS. Короче, поддерживают все, что хочешь. HDMI это чисто вот мониторинговая штука, не более, туда ничего выводить такого нельзя. Слушайте, ссылки в описании под видео, написали они, конечно, красиво, давайте я вам покажу сейчас, что есть. TOS 6. TOS 6, стандартная система, как вы понимаете, да, уже все к ней привыкли, работает очень-очень быстро. Подключена она у нас сейчас 2,5 гигабитным кабелем, в принципе, мы развернули на докере спид-тесты, 2,5 гигабита она спокойно выдает. Просто что у меня сейчас нет, так чтобы 5 гигабит развернуть какую-то сеть для тестов. То есть 2,5, если я сейчас заагрегирую, допустим, 2,5, 2,5, то оно будет работать, в принципе, нормально. Давайте посмотрим. 2,5 на 2,5. Суперово. Теперь дальше, смотрите. То есть, само собой, когда я вам сказал, что я развернул на докере, то докер здесь работает. У меня в проекте сейчас в контейнерах висят OpenSpeed тесты. Я там с разными конфигурациями устанавливал для себя. Вы можете в реестре находить, в онлайн реестре огромное количество моментов, включая, например, Matrix,
для ТВ-боксов, которые все, например, знают ТВ-боксеры, да, то есть вы можете это дело делать и организовывать онлайн, скажем так, некоторые моменты, о которых я не имею права в YouTube говорить, но те, кто знают, те знают. Теперь дальше. Есть у нас настройки. Слушайте, как он быстро работает. По сравнению с тем, что у меня есть F4 424 простой, ну, блин, просто работает, смотрите. Все очень быстро, смотрите, все очень и очень быстро. Все открывается классно. Есть у нас мониторинг боковой ресурсов 4425+. Проц, у нас загрузка, у нас сейчас там индексация идет 2888. Знаете, что у нас сейчас идет? У нас сейчас идет распознавание людей. Видите, идет интеллектуальное распознавание 1274, поэтому загружен проц на 28%. Вообще он где-то в районе 1-3% держится постоянно. Дальше у нас идет, смотрите, приложение. Центр приложений, ну, кстати, в мониторинге ресурсов, тут еще можно мониторить температуру, и, как видим, температура у нас вообще очень-очень адекватная. У нас есть центр приложений, где мы можем посмотреть все, что можно установить. Да? Вот давайте там начнем. Там TPC Backup, Apache Tomcat. Это для тех, кто понимает. Можно напрямую байду на диск ARIA 2 установить, централизованные бэкапы. Deduplication Manager, это ищет дубликаты. Да? Docker Engine. Дальше Duple Backup Vault. DDNS, Jellyfin для Windows, Jellyfin для Android TV. Это, кстати, мультимедиа. Я вам объясню, это просто-напросто по типу, для управления, это приложение по типу Plex для управления вашей библиотекой. Только это вот такая, знаете, локальная штука. Joomla, Log Center, мультимедиа сервер. Классная тема, смотрите, то есть он может, давайте включим мультимедийный сервер. Например, на LAN 1 применяем, это DLNA сервер. То есть, если у вас есть, допустим, какой-нибудь там ТВ-бокс, есть какой-то смарт-телевизор, либо еще чего-то, либо, допустим, у вас сеть этих ТВ-боксов и смарт-телевизоров, то вы можете, вот у меня, кстати, видите, индексация началась, и у меня пришло сразу же уведомление от нас на почту о том, что началась индексация файлов. То есть, и оно завершено сразу же, потому что мы уже проводили ее. И получается, что он может транслировать через DLNA, например, там, на 10 телевизоров. Допустим, у вас какой-то отельчик, да, там, вы поставили DLNA сервер и можете транслировать туда какой-то контент. Теперь MyVB, бесплатный сервер для создания формов, MyWebSQL. Теперь PHP. Ну, PHP, вы же понимаете, что PHP это уже в разделе того, что у нас есть с вами веб-сервер, до которого мы сейчас дойдем, хотя могу сразу же показывать. То есть есть веб-сервер с поддержкой PHP 7.4, можно установить 8.0. При том, что у меня сейчас запущен тестовый сервер. Ну, давайте, вот он, кстати. Вот я просто-напросто развернул такую страничку шуточную, да, там, Технозон тесты, еще с комментариями там, о том, что вы думали, что Змейка это просто игра в глубинах кода Технозон, родился, ну, короче, родился, спрашивает, настоящий творец, да, там, и Змейка нарисовала Технозон тест. Это просто шуточную фигню написал, короче, закинул, для того, чтобы проверить, как работает веб-сервер. Все работает идеально. Теперь те же самые снапшоты, тот же самый surveillance management, это вот те самые камеры, трансляции, вы сюда можете подключать камеры, смотрите, создать сейчас, и сюда можно подключать on-view камеры и RTSP, то есть стандартные IPTV камеры, зная адреса, вы можете сюда подключить. У меня даже один товарищ на такой штуке собирал себе видеостену из открытых веб-камер мира. То есть у него была видеостена, там, Пхукет и всякая такая фигня. Прикольно, кстати. И он может записывать, хронологию просмотреть, поняли? В асинхронном режиме. Он все это делает именно моментальные снимки, конкретно видеонаблюдение. То есть вы можете его использовать не просто как NAS сервер, а еще и как видеонаблюдение на камерах OnVIF, да, которые купили самые дешевые на Алиэкспрессе. Это тупо классно. Дальше, TFM Backup, TNAS PC for Linux, это у нас по приложениям, Photos, ну, как мы поняли уже, да, там, допустим, у нас вот люди, видите, я специально загрузил конкретно свои, чтобы разные там пообрабатывал, чтобы не было каких-то моментов с с авторскими правами или там с претензиями какими-то, но это классная тема, с искусственным интеллектом оно различает просто-напросто людей, места, оно его классифицирует
идентифицирует, вот полная аналогия Google фото. Только нельзя нормально редактировать, имеется в виду, что там нельзя эти фишки с искусственным интеллектом, ну вот, допустим, он раз там отсортировала меня, ну просто, что здесь только я. По сценам он может там публиковать, там, например, автомобиль он нашел, да, он может по автомобилям, ну здесь, конечно же, ребят, машина, вы поняли, машина. Просто, конечно, дебильно обрисованные, разрисованные эти аватарчики, да, какие-то, вот он игра, да, нашел там какие-то рисованные, там, где кто-то как-то стреляет, или что-то похоже на игры и засунул их в игры. Выступления, потому что похоже на телепередачу. Ну, в общем-то, это классная тема, очень классный каталогизатор по датам, по этим, особенно если вы используете какие-то бэкаперы, то ваши фотки будут храниться как на Google фото, и вы даже не будете бояться, что не потерялись. Вот горячая замена, заменили, все остальное, это классная тема для долгосрочного хранения. TerraSync, само собой, это все классно для хранения VPN сервер. О, вот это, кстати, тема. Давайте мы поставим установить. Видели, как устанавливается? То есть с помощью VPN сервера он позволяет, ну вот мы можем его сейчас включить, VPN серверы, и откроем. То есть вы здесь можете создавать и сервера, и туннели. Вот видите, по PTP, L2TP, OpenVPN, IPsec, вот PTP вы можете здесь включать, настраивать, OpenVPN свой сервер создавать, L2TP, различные настройки, администрировать подключение, выдавать разрешения, кстати. То есть вы можете создавать туннели, сервера, и это одна из классных фич этого NASA, да, в принципе, как и любого. Ну, Embi сервер это тоже мультимедиа, iSkyzy менеджмент и, конечно же, Plex Media сервер, который есть, в принципе, для использования в различных мультимедийных системах. Дальше, что у нас есть дальше? По настроечкам все достаточно просто. Кстати, слушайте, смотрите, давайте начнем. У нас здесь есть пользователи, здесь можно действительно многоуровневую систему делать, и можно делать группы пользователей. То есть мы можем создавать отдельные группы, можем выделять папки по пользователям. Кстати, и, конечно же, управлять доменами, можно LDAP, включать клиент LDAP, пользователей доменов, назначать группы доменов и работать с папками удаленного доступа. То есть вы по NFS можете подключиться к другому NAS серверу, вы можете подключиться к другой папке Samba сервера, вы можете подключаться к облачным дискам, по сути. Ну, смотрите, например, там Google Drive, да, там назвали там G-Drive, там какой-нибудь G-Drive. Нажали далее, выбрали свой Google аккаунт, нажали продолжить, согласились и выбрали вот какой каталог у нас. Давайте выберем, давайте раз подтвердим. Папка должна быть пустой, да? Ну давайте мы сейчас подтвердим его. Вот, создадим папку, нажмем ее G-Drive, подтверждаем. И выбираем папку на G-Drive, которую хотим подключить. Давайте те же самые мою артморду, да, которую я рисовал специально для тестов, и вот автоматически подключать при запуске. Для тестов моего, ну вот этого Google, вернее, Terrafoto. Теперь нажимаем его включить. Все, оно включено. И теперь у нас в Volume 1 Public, там где у нас G-Drive, вот, пожалуйста, появился наш Google Drive, к которому мы можем получать доступ к этим самым картинкам прямо с Google Drive через ваш TerraMaster. И работать с ним как с обыкновенной папкой. Это просто невероятно круто, я вам серьезно говорю. То есть это все позволяет подключить. Кстати, вы там можете подключать не только Google Drive. OneDrive, Dropbox, Google Drive, pCloud, Яндекс какого-то хрена. Ну да ладно. Теперь дальше. Приложение. Ну это у нас разрешение для указанных приложений, а вот сетевые службы. Смотрите, общий интерфейс. Это у нас настройки доступа к TOS. Вы можете указывать свой порт, вы можете HTTP, HTTPS порт. У нас здесь есть интерфейсы, то есть два интерфейса, плюс есть возможность подключить PPPoE, есть возможность даже использовать Wi-Fi. Это в том случае, если вы его через, допустим, подключите через там какой-нибудь USB порт. Также у нас есть VPN подключение. Вы можете подключиться через VPN к другому какому-то VPN серверу, и есть прокси подключения. Файловые службы. Samba, FTP, NFC, сервер AirSync, WebDAV. Это все поддерживается. Ну, давайте Samba мы сейчас с вами протестируем. Давайте мы сейчас откроем. У меня он подключен, этот Samba диск. Вот он, паблик сервер.
Кстати, там и G-Drive мой подключен уже на Samba сервере. То есть вы поняли, я могу к G-Drive получать доступ прямо через Samba сервер. Вот, пожалуйста, это минуя, допустим, интерфейс Google Drive, то есть вот эти вот G-драйвы, которые используют, да, там для компа, мне он теперь не нужен. По факту у меня это все прям в нас сервере есть. Вы поняли, это классная фишка, вы прям туда закидываете, он будет его синхронить уже сам в автоматическом режиме с Google диском. Это невероятная тема. Но нас интересует скорость этого всего дела. Давайте туда какой-то большой файлик найдем, закинем, или что у нас там есть вообще. Давайте в загрузочки и какой-нибудь, вот 7 терабайтный, 7 гигабайтный файл. И пошли 280 мегабайт в секунду. При том, что у нас сейчас ограниченное подключение всего лишь 2,5 гигабита. 280 мегабайт, сейчас мы посчитаем, в пике 280 умножить на 8, это 2,2 гигабита. То есть если бы у меня я 5 плюс 5 сделал, допустим, то я бы получил бы 1020 мегабайт в секунду. Это мегабайт в секунду, не мегабита, господи. 280 мегабайт в секунду максимальная скорость. То есть это прям топчик. А ну давайте в обратную сторону переместим сейчас. И получаем те же самые 284, 285. То есть максимально, что я сейчас смог сделать, это вот его разогнать до таких скоростей. Это прям вот невероятно на самом-то деле. Слушайте, но я не скажу, что он лучше или хуже, чем другие NAS. Я просто могу сказать, что он классный. Теперь у нас есть терминал SNMP, служба SNMP, можно использовать подключение по протоколу Telnet, службы обнаружения различные, PNP по типу обнаружения Windows, индекс медиафайлов стандартный, здесь можете просто-напросто задавать папки и объяснять ему, где какие видео, либо музыка находится, он их будет индексировать, они будут вам доступны через мультимедиа сервер, через DLNA, либо, допустим, тем службам, которые могут обращаться к файлам, там, к индексу файлов. Есть возможность получать доступ через TNAS онлайн. Классная тема, вы задаете учетную запись своего терамастера и из любой точки мира к своему TNAS получаете доступ, либо через DDNS, если не используете TNAS онлайн. По диспетчерам хранилища. У меня сейчас один том, я объединил все в один, но дело в том, что, так вот захотелось мне. Но дело в том, что вот у нас есть пул носителей T-Rate, вы можете жесткие диски, видите, я сюда запихнул все. А, кстати, знаете, что самое интересное? Он определился, заругался на вот такой вот Patriot 128, но он умирал у меня уже раньше. Он у меня уже показывал. Заругался, это хорошо. И один диск, мы специально ставим один диск, у нас он уже на подходе, он его действительно показывает под угрозой. Я могу его заменить, вставить, просто пустой, и он его добавит туда и сам с этим все сделает. И мы можем управлять этими самыми жесткими дисками. Вот видите, здесь есть предупреждение. Можем запустить тест Smart. У нас есть журналы жестких дисков. Вот, пожалуйста. И Iron Wolf — это управление здоровьем. Есть виртуальные диски, мы можем подключить сюда виртуальные диски, у нас есть USB устройство управления и, конечно же, горячий резерв. Также гиперкэш. Что такое гиперкэш? Я-то сейчас все засунул в один том, да, в один пул, но с помощью SSD дисков вы можете создавать гиперкэш для своих, допустим, тех же самых HDD дисков. Это классная тема, когда, допустим, сразу кэш вы набиваете на максимальной скорости, а потом этот кэш постепенно записывается на, допустим, тот же самый диск, на HDD диск. Это классная тема. Регионы, язык, управление, оборудование, питание, дела по расписанию, уведомления, безопасность и система. Больше здесь ничего такого нет. Есть настройки, заводские настройки. Кроме того, что я хочу сказать, знаете, я просто много уже разных обзоров делал на разные серверы и показывать, допустим, все, но это достаточно тяжело. Я показываю основные вещи, что вот насколько все это классно сделано, насколько это все изменилось. Я готов уже пройти и сделать выводы. В качестве выводов скажу, мне очень сильно понравился этот NAS. Да, конечно же, PCI-Express 3X1 это такой себе вариант, не самый быстрый. Из отрицательных моментов царапкий корпус. Вот сразу говорю, то есть если вы его будете натирать постоянно, алюминий это не самый такой интересный материал. А вот из положительных моментов, да, это возможность создания полноценного видеонаблюдения с его бизнес-возможностями, и он уже позиционируется как бизнес, какое-то решение для среднего бизнеса. Мне очень понравился, рекомендую, ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.